Добрый день! Сегодня ролик будет совсем не про электронику и даже не про гараж. Сегодня я покажу вам свой вариант системы капельного полива для теплицы. Сначала в качестве магистралей я хотел использовать ПНД-трубу, но ввиду того, что в наличии имелся паяльник для полипропиленовых труб и дешевизны фитингов для них, в Леруа я купил самые дешевые полипропиленовые трубы. Сразу скажу, что для применения в огороде они вполне годятся, но в помещении я бы их использовать не стал. Также была куплена небольшая кучка фитингов. Ну и, конечно, на AliExpress были заказаны трубки, тройники и форсунки для системы полива. Форсунки там есть разных цветов. Я взял красные и розовые. Особо принципиальных различий у них нет. Но на фото можете посмотреть, чем они отличаются. В описании под роликом я оставлю ссылки на эти товары. Может, кому-то это пригодится. Итак, приступим к работе. Сначала сварим магистраль. Эту дешевую трубу главное не перегревать. Скажу честно, с армированной трубой работать гораздо удобнее и приятнее. На боковине грядки закрепляем клипсы и защелкнем в них магистральную трубу. Аналогично проложил магистраль и на второй грядке. На входе в каждую магистраль я вварил шаровые краны, чтобы была возможность поливать грядки по отдельности. Далее соединяем магистрали с входным штуцером, на котором установлен грязевой фильтр. После сборки я проверил магистрали на утечки, подав воду из водопровода под давлением. Теперь можно перейти к сборке самой поливочной системы. Нарезаю трубки длиной 500 и 1000 мм. К тройнику подключаю одну короткую и одну длинную трубку. На концах трубки устанавливаю форсунки и колышки, которые, впрочем, можно сделать и из подручных материалов.
Итак, теперь в верхней стенке трубы сверлим отверстие с интервалом 60 сантиметров и вставляем в них тройники. Отверстие делал в верхней части, чтобы поток в дальних и ближних форсунках был примерно одинаковый. Ну вот, система и готова. Подача воды происходит из бочки, стоящей на высоте около 1 метра. Опытным путем выяснил, что для нормального полива достаточно 10-12 минут работы системы. В дальнейшем я планирую дополнить ее таймером полива. А также хочу собрать аналогичные системы полива для земляники на грядках. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Если он оказался вам полезен, ставьте лайки, пишите комментарии и можете даже подписаться на канал. До свидания.